Я сошел с ума и вслепую купил компьютер почти за 30 тысяч рублей, не зная его характеристик. Да, я просто вбил в поиске игровой ПК и заказал первый попавшийся вариант, вписывающийся в мой бюджет. Все, что я знал о нем на момент покупки, это только то, как он выглядит, и его рейтинг почти 4,5 звезды на 140 отзывов. Я предполагал, что ничего хорошего тут быть и рядом не может, но вот получить ржавое ведро с болтами вместо компьютера я никак не ожидал. Но обо всем этом расскажу по порядку. А также сегодня посмотрим, какие комплектующие ставят горе-сборщики в ПК в 2024 году, насколько они устаревшие, что будет, если купить готовое решение с маркетплейсов и что можно собрать самому за эти же деньги. Меня зовут Земи, лайк, подписка, погнали. Небольшой дисклеймер перед тем, как мы начнем. Хочу сказать, что я не являюсь компьютерным экспертом, и это видео это просто мое личное мнение и обзор на готовую сборку с маркетплейса. Этот компьютер я заказал на Озоне, и обошелся он мне в 26 300 рублей. И это еще со скидкой. Без нее он стоит почти 50 тысяч, как уверяет продавец. И ведь есть люди, которые ведутся на эти фейковые скидки, а потом еще и пишут положительные отзывы. Но это не про меня, а поэтому, получив посылку, первое, на что я обратил внимание, это на отсутствие усиленной защиты, обещанной продавцом в карточке товара. Компьютер приехал ко мне в самой обычной картонной коробке, которая к тому же была вся грязная и местами рваная. Сняв с нее пленку, сразу бросилась в глаза пафосная надпись Fly to Unlimited, которую курьер, видимо, понял дословно. Так что, открывая коробку, я мог только надеяться, что компьютер внутри будет целый. В самой же коробке лежал переходник с HDMI на VGA, кабель для подключения и гарантийный талон, который я покажу чуть позже. К моему счастью, продавец все-таки хоть как-то, но позаботился о защите при транспортировке и положил пенопластовые вставки и целлофановый пакет. Спасибо ему и на этом. А вот внутри корпуса никакой фиксации комплектующих не оказалось, за что однозначно можно поставить минус. На первый взгляд компьютер выглядит целым и не деформированным, хоть и очень дешманским. И сразу же я замечаю еще один обман от продавца. В корпус мне поставили обычный горизонтальный кулер, хотя на картинке обещают башенный и без кринжовой надписи Эвески. А теперь давай посмотрим, что же за железо мне продали под видом игрового за 26 тысяч рублей. Почти на все комплектующие я смог найти цену, и в конце смогу подсчитать, сколько тысяч я переплатил чудо-сборщикам. А чтобы это узнать, сначала нужно открутить стекло. И вот тут я попался первый раз, не заметив маленькую пломбу в самом низу. Забегая немного вперед, скажу, что судя по всему, она ни на что не влияет, поскольку мне удалось вернуть и компьютер, и свои деньги. Первое, на что я обратил внимание, сняв стекло, это дешманская оперативная память двумя плашками по 8 гигабайт от компании Micron. Больших надежд она не вызывает, поскольку это устаревшие стандарты DDR3 с частотой всего 1600 МГц. Точно такую же оперативку можно купить на Озоне по цене 1200 рублей за плашку. Дальше на очереди уже знакомый нам приемный горизонтальный кулер Эвески или Evesky. И сколько он стоит, я могу только предполагать. Ничего похожего в интернете мне найти не удалось, поэтому навскидку скажу, что его красная цена 500 рублей. Оправданием для установки боксового кулера может быть только слабый процессор, и это условие продавец выполнил на все 100%. Перед тем, как я раскрою тайну, что же там стоит, сообщу, что в своем телеграм-канале, на который ты можешь подписаться по ссылке в описании, я выкладывал пост и получил на него вот такой вот ответ. Сказать, что я удивился такому ответу, не сказать ничего, ведь этот челодой маловек оказался чертовски прав. И в этом ПК действительно стоит сокет LGA 1155 из 2011 года в придачу с 4-ядерным процессором i7-2600. Очень странное решение для игровой сборки ставить столь древний камень, но хорошо хоть нигде не написали, что это сборка с новыми комплектующими. С обратной же стороны камня красуется надпись 2023 год и какие-то иероглифы, которые Google перевел как «разорвите его без гарантии». Снимать термопасту и смотреть состояние процессора я не стал. Во-первых, потому что мне не очень хочется тратить хорошую термуху на этот хлам, а во-вторых, и так понятно, что за 13 лет процессор точно не может быть новым. Засунуты эти бибо и боба в материнскую плату ZX H61C на B75 чипсете с максимальной частотой 1303 МГц. Также эта мать поддерживает максимум 16 ГБ оперативки, так что в случае апгрейда, который, как по мне, тут необходим, кроме памяти придется заменить еще и ее, что явно скажется на бюджете не в лучшую сторону. Да и будем честны, готовые сборки, как правило, покупают мамочки своим детям за пятерки в четверти или люди, совсем не разбирающиеся в железе. А потому как и что заменить, они скорее всего не знают. А подобные магазины это прекрасно понимают и специально экономят на комплектующих, ведь на все найдется свой покупатель. К самому интересному, а именно видеокарте, я вернусь чуть позже, а ты пока можешь написать в комментариях свое предположение, что же сюда поставили китайцы. Открыв заднюю крышку компьютера, там оказался очень хреновый, но кабель менеджмент. Вытащить накопитель оказалось не самой простой задачей, ведь он был за большим количеством туго натянутых проводов. И достав его, я увидел дешманский китайский SSD от Golden Veer на 250 гигабайт. Честно говоря, даже не знаю, подделка это или он сам по себе очень легкий, но весит он всего 36 грамм, а это даже меньше, чем отвертка, которой я его откручивал. На AliExpress такой экземпляр я нашел у наших братьев-китайцев всего за 1900 рублей. Блок питания доставать я уже не стал, поскольку комп с такими комплектующими мне не нужен, а мучиться с проводами не было желания. По заявлению производителя там стоит 500 Вт мощности, но могут поставить и 600, и вообще сколько угодно, если других БПшников не будет
в наличии. Правда, какой стандарт имеют эти блоки питания, продавец нигде не сообщает, и скорее всего там стоит самый обычный 80+, который чистыми при нагрузке выдает 350-400 Вт. А теперь самое интересное – видеокарта. Напоминаю, что компьютер стоит 26 тысяч рублей, и китайцы поставили сюда RX 580 на 8 гигабайт из 2017 года. На корпусе видны явные следы использования, и конечно же нет ни одной пломбы, что почему-то совсем меня не удивило. Если бы я захотел вернуть ее обратно в магазин по обещанной годовой гарантии, то скорее всего был бы послан куда подальше. А вот что я никак не ожидал увидеть, так это ржавчину на разъемах видеокарты. И сразу же возникает вопрос, как вообще продавец хранит свои товары на складе. Теперь самое время собрать все обратно, подключить монитор и запустить компьютер, чтобы провести тесты в играх. И вот он, момент X. Нажимаю кнопку включения, вентиляторы крутятся, а изображения на мониторе нет. Наверное, что-то неправильно подключил, подумал я. Все перепроверил, но на второй раз пока тоже не завелся. Да, как ты мог догадаться, ко мне пришел просто нерабочий экземпляр. Но прежде чем я это окончательно понял, пришлось перепроверить все разъемы и несколько проводов, но все оказалось безрезультатно. К сожалению, у меня под рукой не оказалось другой видюхи, чтобы убедиться в том, что причина отсутствия изображения именно в ней, но я на 100% уверен, что это именно так. Итого за 26 тысяч я получил ржавую нерабочую сборку, и теперь покажу тебе, сколько она стоит на самом деле. Если покупать все по отдельности, то на сегодняшний день получается следующая картина. За процессор придется отдать 3200 рублей, за оперативку 2400, материнка стоит 2600, кулер 500 рублей, SSD-шник 1900, видюха обойдется примерно в 5-6 тысяч, блок питания 2500 и корпус 3400. Итого выходит около 21 тысячи. Но стоит понимать, что все эти цены примерные, и поскольку подобные магазины всегда закупаются оптом, то для них цена закупки выходит еще ниже. Еще раз напомню, что я не компьютерный эксперт, а это видео просто мой обзор на готовую сборку. Но если бы я собирал себе компьютер в ценовом сегменте до 27 тысяч рублей, то вот что бы я туда поставил. Возможно, это будет не самая лучшая сборка, но точно лучше, чем готовый вариант Сазона. Материнскую плату можно взять A320M с сокетом AM4, поставить туда какой-нибудь недорогой Athlon, например 3000 со встроенной графикой, воткнуть две плашки оперативки по 8 гигабайт, чтобы работал двухканал. Для охлаждения процессора поставить простой кулек за 500 рублей, или же за 1000, если нужна подсветка. SSD-шник я бы брал не меньше, чем на 500 гигабайт, и блок питания на 500 Вт. И все это можно засунуть в самый простой корпус. Повторюсь, может это и не самая лучшая сборка, но поскольку бюджет сильно ограничен, то с выбором видеокарты сильно не разгуляешься. И одним из самых недорогих вариантов затычек будет та самая RX 580, что и из готовой сборки. На Авито такая карточка стоит примерно 5-6 тысяч рублей. Но тут главное не нарваться на ту, которая успела отпахать уже не в одной майнинг ферме. А если есть возможность немного увеличить бюджет, то с того же Авито можно взять 1660 Super, которая будет хоть и немного, но все же живее RX 580. И да, у этой сборки есть хоть и небольшой, но потенциал под апгрейд. И сюда же можно поставить видюху вплоть до 2060 Super, а также расширить АЗУ и подкинуть немного памяти. Уже представляю, как под этим видео будут комментарии по типу «А вот я бы собрал и дешевле, и мощнее», так что, уважаемые господа комментаторы, пишите, не стесняйтесь. Подписывайся на канал в Телеграме, ставь лайкос и пиши, если хочешь продолжение. С тобой был Земи, пока.